Сегодня мы перенесемся на север Индии, к величественным горам. Поднимемся по тропам паломников. Увидим древние храмы, окутанные легендами. Познакомимся с местными религиозными традициями. Пронесемся по шумным улицам и окунемся в тишину. Нас ждут волшебные деревья, могучая река, туманные склоны, заброшенный ашрам и многое другое, что оставляет незабываемые впечатления. Но начинается наше путешествие не здесь, а в Гонконге. Несмотря на то, что это была пересадка всего в несколько часов, мы успели прогуляться по этому необычному городу. Стоп! Это даже не город, а специальный административный район Китая, расположенный на его юго-востоке. Что ж, уделим ему хотя бы пару минут. Уже из окна самолета можно увидеть один из самых длинных мостов в мире, соединяющий крупнейшие города региона – Гонконг, Чжухай, Макао. В аэропорту едем до границы на вот таком экспрессе, заполняем иммиграционный бланк и покупаем билет на поезд до города. Едем из аэропорта Гонконга в центр Гонконга. Выходишь из метро и сразу же поднимаешь голову. Громадные небоскребы просто приковывают к себе взгляд. Гонконг поражает своим разнообразием. Здесь и двухэтажные трамваи, и целая эскалаторная система на пешеходных мостах. А еще, очень милые зверушки прямо в городском парке. Очень жарко гулять, конечно, плюс 32, и думаю, на солнце вообще 40. Вот это вот белое, это бамбук такой. Бамбук с овощами. Блюдо называется. На вкус очень странный. Необычный, очень пористый, специфический. Гонконг быстро развивается, но не забывает о своих традициях. Рынки можно встретить прямо среди современных кварталов. Здесь плотность населения одна из самых больших в мире, а цены на жилье безумно высокие, под стать зданиям. В общем, впечатления город оставил такие же яркие и удивительные, как и он сам. Гонконг, кстати, переводится как «благоухающая гавань». Так называли его местность, где раньше торговали специями и благовониями. А мы движемся дальше, в удивительную Индию. Переночевав в ее столице, Нью-Дели, наша группа из 9 человек села в заранее арендованный микроавтобус с водителем и направилась в Ришикеш, город, известный как столица йоги. Ришикеш встретил нас красивыми видами на реку Ганг, красочными ашрамами, расположенными на ее берегах, и забавными коровами. Эти животные считаются здесь священными, поэтому гуляют по улицам наравне с людьми и лежат, где им вздумается. В основном они бездомны, но местные иногда их подкармливают. Еда же в Индии самая разнообразная. Здесь любят острое, но Ришикеш уже вполне приспособился ко вкусам туристов. Вместо жвачек иногда дают вот такую разноцветную смесь из аниса и сахара, вполне приятную. В Индии розетки, вот вы воткнули в розетку, надо ее еще включить. Вот так вот включаете, и тогда она начинает работать, заряжаться. В Ришикеше можно увидеть различные религиозные скульптуры и религиозных людей. Мы тоже приобщились к местным традициям и окунулись в реку Ганг. Такой обряд омовения считают священным и благословляющим на дальнейшее путешествие. От воды остаются необычные ощущения, она и мягкая,
и освежающая, и снимающая усталость. Здесь реку почитают как богиню и даже проводят ритуалы поклонения ей, называемые аарати. Мы еще вернемся в Ришикеш на обратном пути. А пока на следующий день нас ожидал долгий путь до палаточного лагеря в горах. Поэтому выехали мы еще в темноте. А когда начало светать, то обнаружили себя в просто необыкновенных местах. Виды гор поражают. От их величия и красоты пропадают слова и останавливаются мысли. Они как будто приветствуют тебя, и ты чувствуешь, что их сила есть и в тебе, и никогда и не было иначе. Это ощущение навсегда оставляет отпечаток глубоко внутри, в самом сердце. Это город Девпраяг. Именно здесь две реки сливаются и образуют Гангу. Отсюда она течет дальше, среди гор, холмов и равнин. Но горная дорога не только красоты, это еще и резкие повороты, обрывы, крутые серпантины, вылетающие из тумана встречные и страшно узкие разъезды. Кроме того, здесь часто идут дорожные работы, поэтому наш маршрут несколько раз менялся, а время в пути увеличивалось. Ближе к вечеру мы заехали в один необычный храм. Здесь моем ноги и руки. Да, при входе в храмы в Индии принято разуваться и иногда омывать руки и ноги. Смотритель провел небольшую экскурсию и рассказал, что сюда на зиму перевозят различные священные реликвии из других храмов, расположенных выше в горах, которым становится невозможно пройти из-за снега. Таким образом, люди могут увидеть их и зимой. Атмосфера храма очень спокойная и умиротворенная. Гуляешь среди древних построек и попадаешь в какое-то своеобразное пространство. Время здесь будто замирает. Напоследок всю нашу группу угостили масала чаем. Чай масала – традиционный индийский напиток. Мы часто пили его в поездке. Масала значит смесь, и, как правило, это черный чай на молоке с различными специями, бодрящий и с насыщенным вкусом. Чай. Здесь он очень популярен. Наверное, это как для нас обычный черный. Итак, мы прибыли в Чопта Мидоус, это палаточный лагерь. Он послужит нам отправным пунктом к 3 целям. Сначала к горному озеру Деори-Атал, на следующий день в храм Тунгнатх. Затем мы его покинем и направимся в самую дальнюю точку и самый долгий наш подъем – Кедарнатх. Лагерь расположен на высоте около 2500 метров. В установленных палатках уже есть все необходимое. Заходим внутрь. Тут на самом деле очень круто. Даже есть коврик. Через такую вот дверь ванна с туалетом. Зеркало. В общем, просто супер. И свет. Одеяла дают плотные, теплые. Здесь уже в горах прохладно. Каждый день здесь приносят ведро с горячей водой для того, чтобы помыться. Готовят вкусную еду с учетом всех пожеланий. А еще иногда можно наблюдать вот такой шикарный вид на заснеженные вершины.
Направляемся к озеру Деория. Вход туда платный. Билеты продаются уже наверху, рядом с ним. Для индийцев написан вход 150 рублей. Да. Вот, а для иностранцев 600. Это деревня Сари, откуда начинается путь к озеру. 2,3 километра до него идти. Вот дорога. На пути туда нас сопровождал туман, и поэтому подъем был относительно легким. Ведь в облаке идти куда приятнее, чем под палящим солнцем. Правда, есть у этой погоды и другая сторона. Озеро окружено высокими горами, и если было бы ясно, то мы бы увидели, примерно такую картину. Но мне туман даже понравился. Он придает особую атмосферу. Есть поверье, что в этом озере купались девы, индийские божества. Отсюда и его название – Девария или Деория. И действительно, гуляя здесь, ты будто погружаешься в ожившую легенду. Причудливые деревья приглашают в сказку. Вода становится магической. Камни волшебными. И все вокруг общается с тобой на каком-то своем языке. Поблизости можно наблюдать пейзажи невероятной красоты. А дорога обратно одаривает удивительными видами на долину и зеленые террасы. На спуске мы посетили один древний храм, расположенный у тропы на склоне – Омкар-Ратнешвар. Нам тут всем поставили тилок. Тилок – это священный знак для защиты. Виды его бывают абсолютно разными в зависимости от направления веры. А из таких плодов дерева рудракши изготавливают четки для медитации. Вот мы и вернулись в Сари. Здесь есть кафе, где можно отдохнуть, пообедать и еще раз насладиться удивительными картинами природы. Тут очень забавные экраны у них везде такие, у нас тоже в лагере. То есть расстояние между раковиной и водой, его нет, можно сказать. Следующая наша цель – храм Тунгнатх. Дорога к нему начинается от поселка Чопта. На этом пункте у нас спросили билеты, которые вчера нам давали на озеро. Тем, кто не взял, пришлось заплатить снова. Длина тропы 4 километра. Время в пути от 3 до 4 часов, в зависимости от подготовки и погодных условий. Так что же известно о Тунгнатхе? Существует 5 храмов, называемых панчкидарами. Они посвящены индийскому богу Шиве. Есть легенда, согласно которой эти храмы связаны с 5 частями его тела. Тунгнатх – самый высокогорный из них и буквально означает «повелитель вершин». Он находится на высоте 3680 метров и связан с руками Шивы. Рядом с храмом есть несколько кафе и мини-отелей, а также лавки, где можно купить подношения для священного обряда, называемого пуджа. Сюда обычно входят кокос, обернутый в красную ткань, красная и желтая куркума, благовония, цветы и сладости. Можно добавить и что-то свое для того, чтобы осветить, например, четки. Все это относят в храм на церемонию. Здесь, как и во всех храмах, нужно разуваться входом, ходить босиком, а камень не очень теплый. Тунгнатх. Внутри нам сделали пуджу. После церемонии подношение называется прасад. Здесь его упаковывают, чтобы забрать с собой. Выбрасывать его нельзя. Можно съесть все съедобное, а остальное положить на алтарь. Тунгнатх оставляет очень глубокие впечатления. Ты как будто прикасаешься к вечности. Здесь каждый понимает что-то свое и, возможно, получает ответы на какие-то свои внутренние вопросы.
Отправляемся в Кедр-Надх. Нам готовят лепешки на завтрак с собой. Существуют разные способы туда добраться. Один из них на вертолете. Полет займет примерно 10 минут и обойдется около $50 в одну сторону. Также можно совершить подъем на лошади, муле или в корзине у носильщика. Мы же выбрали самый распространенный вариант – пешком. На этой точке мы оставляем наш микроавтобус и идем дальше через этот пункт. Чтобы пересесть на другой транспорт. Вот он, 16 километров до Кедр-Надха, отсюда начинается дорога. Здесь предлагают осликов в качестве повозчиков и помощников людей тоже. За 1300 рублей вот этот человек несет наши рюкзаки, два рюкзака на всех. Они все ходят по горам в таких вот шлепках, ну практически все, и вверх, и вниз. По скользким камням, не важно, какая температура, главное в шлепках. Дорога нелегкая. Здесь достаточно тяжелые подъемы бывают. Несмотря на то, что дорожки, усложняется все, естественно, лошадьми, которые постоянно надо пропускать и вперед, и назад. Но есть на пути и удобства. Например, Wi-Fi, краники с питьевой водой, которую можно набрать в бутылку. Иногда даже магазинчики и закусочные. Люди встречаются интересные и приветливые. Такое необычное ощущение, что чем выше я поднимаюсь, тем я себя лучше чувствую. На высоте уже не так жарко, путников становится будто меньше, а виды еще больше завораживают. Картины, как из моих снов просто. Понимаешь, здесь первый раз, но вот такое ощущение, что была уже здесь когда-то. Горы погружают тебя в пространство, где нет мыслей, меняют восприятие. Сложно передать словами то, что здесь можно почувствовать. Весь подъем занял около 7 часов. Мы запланировали посещение на следующий день. Кедр-Надх – храм с одноименной деревни на высоте 3553 метра. Одно из самых ранних упоминаний о Кедр-Надхе встречается в писаниях 7-8 веков, но точная дата основания неизвестна. Здесь находится одна из главных святынь, называемых Джьотир-Линга. По легенде, она связана со спиной бога Шивы, а точнее с горбом быка, в которого тот превратился. Выглядят они по-разному. Конкретно эта скульптура в храме Кедр-Надх показалась мне чем-то похожей на каменную пирамиду. Считают, что это проявление бога Шивы, то есть сделал их не человек. Всего таких в Индии 12. Это очередь из тех людей, которые хотят попасть в храм. Некоторые паломники совершают такой поход за один день. Поднимаются с раннего утра, днем стоят в очереди, посещают храм и спускаются уже к ночи. Мы же остановились здесь в отеле, поэтому могли не торопиться. У меня очень теплые носки, мне очень холодно сейчас. А вот люди стоят. Я не знаю, сколько градусов, 0, наверное. Мы взяли подношение, стоим в очереди. Пока мы стояли, на площади появился человек в сопровождении военных. Его сразу же окружила толпа паломников. Возможно, это какой-то начальник.
самом храме очень быстрый поток людей и просто невозможно нигде задержаться. Но есть здесь и более спокойные места. Например, у камня, который стоит прямо за храмом. С ним связана одна история. В 2013 году тут произошел оползень, за которым последовало наводнение. Множество ила, камней и воды разрушили деревню. Но один огромный валун застрял за храмом Кедарнатха и защитил его от потопа. С тех пор камень почитают как божественное проявление и делают здесь подношения. Возле него можно сесть и погрузиться в свои мысли на то время, которое потребуется. Живем мы прямо рядом с храмом. Вот так называется наша Ишан Авасти. Ну, такой номер у нас. Ну, очень даже миленький, кстати. Конкретный прям такой ключ. В Индии нужно заполнять информацию о себе вот на таких бланках. В каждом месте, где останавливаетесь. Неподалеку есть дорога, которая ведет к выступу скалы. Это святилище бога Бхайравы. Есть поверье, что он защищает храм Кедарнатха зимой, когда тот закрыт из-за снегопадов. Отсюда вся долина видна как на ладони. И храм, и поселок, и дороги, ведущие к нему, и окружающие горы. Действительно, ничего не упустишь. Статья про цунами в Гималаях в 2013 году, которая случилась. И информация про разных богов. Целая стена. Как уснуть в Кедарнатхе? Берем шапку, спальник, одеяльце, 2. И одеваем все теплые вещи, которые у вас есть. Да. Ты можешь спать спокойно. Сейчас 5 утра, и мы выходим уже обратно. Утром так здорово идти. Практически одни мы на дороге. Никого нет, ни лошадей, ни людей. Вообще очень удобно, комфортно. Виды шикарные здесь открываются. Благодаря Ксюше, ее идеи прекрасные. Попросила картошку просто. Я просто не могу уже есть вот такое тесто. Такое он долго не понимал. Но в итоге сделал. Black? Black, no sugar, yeah? No. Where is the tea? Я попросила чай с молоком без сахара. Сахар не добавили, ну и чай тоже решили не добавлять. Black tea inside. Окей? Идем обратно, уже почти дошли. Осталось немного, где-то 3 километра, может быть даже меньше. Конечно, идти намного легче уже на спуске. Наслаждаюсь видом. После похода мы снова сели в наш микроавтобус и отправились к Ришикешу. По пути мы заезжали пообедать в прекрасные отели с ресторанами, Лапша с овощами и кофе. с шикарными видами на Гангу. В одном из таких мы остановились на ночь. Этажи у него начинаются с верхнего вниз, то есть он ниже дороги. Этот отель расположен. Все окна выходят. Вот такой вид прекрасный. Еще одной остановкой стала пещера мудреца Васиштхи. Внутри пещеры говорить и снимать запрещено. Да и, думаю, бессмысленно, ведь там очень темно. А когда включаешь фонарик на телефоне, чтобы пройти, то с удивлением обнаруживаешь множество медитирующих людей. И правда, здесь уже на входе погружаешься в какое-то особое состояние. Поблизости расположена еще одна пещера имени его жены Арундхати. Выглядит как небольшое углубление в скале. Тут же выход к реке Ганг.
в которую невозможно было не окунуться в такую жару. Итак, мы снова в Ришикеше. Среди множества других здесь есть ашрам имени группы Beatles, которая также повлияла на популярность этого города. Когда-то они провели здесь некоторое время, теперь ашрам действует только как музей. Эти яйцевидные домики – бывшие кельи для медитации. Внутри остатки лестницы и граффити. Это холл земной. Тут везде нарисованы Битлз. Ну это, конечно, уже все было нарисовано после того, как все это было заброшено. Это было бунгало Битлз. Впечатления, конечно, остаются не самые радужные. За территорией ухаживают, но все равно в воздухе ощущается заброшенность и опустошение. Сейчас мы покидаем Ришикеш и ненадолго заглянем еще в несколько уголков Индии. В городе Харидвар мы прогулялись по набережной Ганги и поднялись по вот такой канатной дороге. В очереди ждать около часа, зато с нее открывается потрясающий вид на вечерний город. Это поезд, который повезет нас в Варанаси. Внутри вагона все выглядит как наш плацкарт, правда, эти места не самые дешевые. Единственное, в этой части 3 полки, а не 2. В билет включен вот такой обед. Это острое, но здесь можно съесть рис и лепешку. Варанаси сразу впечатляет своим темпом и колоритом. Тут сигналят, обгоняют. Здесь все смешалось. На одном месте и пешеходы, и транспорт, и рынок. Мужчины вот так ходят, солидные, в рубашках, в повязочках. В этот день Ганга сильно поднялась, поэтому прогуляться по набережной нам не удалось. Вот эти 2 розовые колонны, они были наполовину затоплены просто. Вместо этого мы взяли такси и поехали в Сарнатх, пригород Варанаси. Здесь, на территории бывшего буддийского монастыря, находится древняя ступа Дхамек. Она считается местом первой проповеди Будды. Тут царит умиротворение. Можно спокойно прогуляться, отдохнуть на траве и даже взглянуть через ограду на парк оленей. В окрестностях много мест, связанных с Буддой. Большая статуя в цветущем парке, буддийские храмы с молитвенными барабанами. А это храм Лотоса, уже в Нью-Дели. Главный храм учения Бахаи в Индии. Оно объединяет все религии, и храм открыт для людей всех вероисповеданий. Здесь можно объединить и все впечатления от путешествия. Хотя, нет, это еще не все. На обратном пути нас ждала пересадка в Дубае, поэтому вернемся на мгновение к небоскребам, ведь и началось все тоже с них. Этот город в пустыне стал таким мегаполисом относительно недавно. Сложно поверить, но в начале прошлого века его население составляло всего около 10 тысяч жителей. А теперь здесь находится самое высокое на данный момент здание в мире – Бурдж-Халифа. Его высота 828 метров. В Дубае очень жарко, и днем на улицах практически нет людей, по крайней мере в центре. Только сами здания, пальмы и экскурсионные автобусы. Зато вечером, когда стемнеет, начинается активная жизнь. Город оживает, и улицы наполняются бесчисленными огнями. Все собираются около торгового центра Дубай-Молл посмотреть на прекрасные поющие фонтаны и световое шоу. Зрелище действительно просто завораживающее.
А вот теперь можно и подвести итог. Поездка в Индию – смесь, насыщенная, как масала чай. Ты быстрее снимай, сейчас приедем, это буквально минута. Здесь и поражающие величием горы, и многовековые храмы, и бесконечно шумящие улицы, коровы, рикши, ашрамы. И все это огибает могучая река Ганг. Индия меняет и раскрывает. Ты уезжаешь совсем другим человеком. Ведь здесь встречаешься не только с новыми уголками планеты и новыми людьми, но и с новым собой. Тут чувствуешь, насколько все в мире связано, и при этом начинаешь видеть что-то большее в каждом моменте.